Всем привет, меня зовут Тоша. В прошлом видео мы показали, как из очень простого и бюджетного комода сделать вот такой эксклюзивный шедевр. И провели небольшой конкурс для наших зрителей, в котором разыграли 2 брелка из нашего магазинчика идей. Один из них уже нашел своего чудесного обладателя. И в свою очередь хотим поблагодарить Наталью за такой добрый и позитивный видеоотзыв. Второй приз еще немного подождет вручения, хотя у нас уже наметился явный фаворит. Кто еще хочет проверить свою интуицию, подождем еще недельку. Ссылку на видео оставим в описании. Ну а с доработкой окончательного варианта возникли небольшие, но решаемые трудности, и для его завершения понадобилось немного больше времени. Поэтому в этом видео мы снова немного отвлечемся от ремонта маминой мастерской и займемся созданием невероятной и очень полезной красоты, которая займет достойное место в нашем волшебном доме. И сегодня покажем очень интересный проект, который, если понравится нашим зрителям, тоже можем трансформировать в набор для творчества. Заявки принимаем в комментариях. Теперь к сути. Мы давно поняли, что чтобы эргономично перемещаться по дому и комфортно отдыхать в разных уютных и уже отремонтированных уголках, нам просто необходимы подносы. Много, больших, маленьких и разнообразных. Мама часто рисует на улице и постоянно переносит большое количество своих материалов, а бегать много раз не наша история, поэтому тема назрела очень давно. Думаем, что она актуальна и для жителей квартир, например, уставших от работы и желающих поваляться с всякими вкусностями в кровати, ну или тем, кто по тем или иным причинам вынужден там находиться. Бывает разное. Мы долго изучали тему, искали готовые варианты, но как обычно, ни один из них нас не устроил. Где-то хромало качество, где-то эстетика, но где-то размер. А поступаться тем или другим мы не хотели. И тогда стало ясно, назрел новый проект. Для основы все же удалось найти вполне приличные подносы с бортиками из нашего любимого бука. А вот основание решили доработать. Нам нужно такое, чтобы совсем не боялось сырости и горячести, и вообще было стойким, бесстрашным, да еще и красивым. Долго думать не пришлось, наша любимая мозаика идеально подошла под все параметры. И так как в доме есть зоны, решенные в разной колористике, дизайн подносов мама разработала разный. В этом видео покажем 2 варианта, но в нашем магазинчике идей выложим гораздо больше, потому как снимали видео не со всеми мамиными экспериментами, а некоторые не вошедшие в это видео варианты покажем в следующих шортсах. Назвать нас новичками мозаики нельзя. Наши постоянные зрители знают, что мы перепробовали множество разных фактур и размеров, но все же удалось найти что-то новенькое. Наша первая работа будет из очень необычного материала, работать с ним будем впервые. После того, как распределили мозаику по оттенкам, намечаем основные линии рисунка. Начинаем выкладывать самый темный оттенок по намеченным линиям карандаша. Вариант для любителей супернатурального и супер необычного. Это мозаика из натуральных ракушек, обработанных каким-то особенным составом. Подозреваем, что не обошлось без эпоксидки, поэтому пиксели достаточно прочные и гладкие, но вот с разрезанием дисковыми щипцами у нас ничего не вышло. Инструмент оказался бессилен, пришлось раскалывать молотком для мозаистов, но здесь тоже возникли небольшие затруднения. Мозаика упорно не хотела колоться в нужном месте, так что этот материал для суперперфекционистов точно не подойдет. Но у него оказалось так много достоинств, что мамин абсолютный глазомер согласился тихонько постоять в сторонке и не мешать нам общаться с историческими многослойными красивостями. После того, как закончили основные линии рисунка, добавили в уголках невероятно красивый круглый декор из того же материала. Теперь заполняем внутреннюю часть рисунка средним тоном мозаики. Из достоинств этого материала, помимо красоты и необычности, деликатных перламутровых переливов и благородной окраски, очень тонкое и легкое водостойкое покрытие, выдерживающее большие нагрузки и легко моющееся. Грязи, кстати, на такой неоднородной фактуре тоже будет не видно. Это на случай, если прольем краску или другой художественный состав. И так как в своем творчестве стараемся использовать как можно больше натуральностей, на этой работе с перламутром мы точно не остановимся. Продолжим экспериментировать и искать новые области применения. Уже есть пара задумок, но это пока секрет. Старинный вариант получился мозаики. Да? Состаренный. Защищаем дерево строительным скотчем и заполняем пустоту клеем. Его можно использовать в качестве затирки и даже колеровать. Ссылки на все материалы, как обычно, оставим в нашем телеграме. Ссылка на него есть в описании видео и канала. После нанесения клея очень аккуратно влажной губкой убираем излишки.
приведет к результату. Да нет, А ты можешь одной рукой придерживать поднос, и тогда тебе не гораздо- придерживаю, вот. Ну так, в общем, в целом-то красиво получилось. Мне даже нравятся те места, где клей дополнительно А мне находится вот на ракушках. нравятся очень сильно те места, которые с дырками. Прям очень красиво выглядят. Мгм. Видишь, мы находим красоту в несовершенстве. Это очень важно. Смотри, какая красивая. Волшебная. Снова волшебная. Тебе некогда смотреть, ты работаешь, я понимаю. Не толкай мамочку, мама снимает. Приходит. Мама снимает, как ты работаешь. А теперь торжественный момент. Снимаем скотч. Нам нравится. Очень нравится. Пошевели. Красота, красота, красота. Пошли на улицу посмотрим там. Выходи. Мы сейчас будем на улице его обозревать. Пошли, 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 пошли. Заодно тюльпанчики наши посмотрим. На солнышке. На солнышке. Красиво. Здесь у нас тюльпаны. Фавели. Вот такой симпатяга у нас получился. Этот поднос займет достойное место в кухне бабушки и дедушки, а заодно пополнит наш магазинчик идей. Так что у каждого зрителя будет возможность завести в своем жилище подобное чудо. Ну а мы приступаем ко второму варианту, название которого отсылает к моей родине. Это праздник Солнца. Жители Крайнего Севера празднуют его в последнее воскресенье января. Почему-то этот дизайн напомнил об этой северной традиции. Находим середину. Здесь используем классическую мозаику, но для центрального элемента сначала пригодятся кружочки из натурального перламутра. И располагаем на ней перламутр. Он гораздо тоньше нашей мозаики, поэтому наращиваем высоту подручными средствами. Ничего удобнее пластиковой крышки от одноразовых контейнеров в голову не пришло. Вырезаем несколько кружков нужного диаметра и выкладываем пирамидку. Для того, чтобы нарастить высоту, нам понадобилось целых 3 кружочка. Может, 2 хватит? Надо поставить пиксели, посмотреть. Мы же не классическую высоту берем, мы же еще и клеем ее доращиваем. А теперь положи сверху мозаику и рядом пиксель. Мы посмотрим, попадаем мы или нет. На, держи. Так, высота. Пиксель выше. Так, значит, еще доращиваем. Все-таки 3. Просто я в других подносах делала другим клеем, этим мозаичным. Он сам по себе имеет фактуру, и мне хватило 2. Пока серединка сохнет, разрезаем пиксели на 3 части. Те кусочки, которые будут располагаться в центре, формируем в виде острых треугольников, следующие слегка трапециевидными и прямоугольными. Сразу заготавливаем необходимый объем. И приклеиваем, располагая их с небольшим расстоянием друг от друга. Это необходимо для того, чтобы затирка проникла во все уголки и склеила все наши пазлы. Там вообще не треугольный должен, это может быть Почему? трапециевидный. Трапециевидный уже был, даже 2. Сюда хорошо пойдет треугольный. Сюда еще можно трапециевидный такой. Как раз по форме они подходят. Ну, замер эта штука развивает отлично. Да. Выложили 2 круга светлой мозаики, а следующие чередовали еще и золотой. Первый ряд мозаики идеально подходит к перламутровому кружку и почти не отличается от натурального материала. Следующий круг выкладываем только золотистыми пикселями. И завершаем наше солнце красивейшей перламутровой темно-коричневой мозаикой, которая плавно перейдет в фон. Дело за малым, осталось доделать фон.
Здесь расположение пикселей меняется. Дальше выкладываем кусочки тонкими полукругами и заполняем ими оставшееся поле. Этот декор считаем одним из самых удачных и универсальных, потому как он отлично сочетается с деревом, достаточно выдержан по цветовой гамме, но при этом благодаря фактуре очень яркий и невероятно красивый. Что-то такое похожее на коричневый. Да? Ну, вполне себе. Если мы хотим очень темный, наверное, это подойдет. Мы возьмем немножко порошка и сделаем еще один оттенок. Это будет красиво, наверное. Так, для того, чтобы нам сделать очень интенсивный цвет, мы берем порошок для бетона. Сейчас мы возьмем немножко порошка, и у нас появится новая идея для творчества. Зайка. Хорошо, Вот и верим. мы добавили еще порошка. И теперь у нас получится очень густой Все, состав. вот, я сделал такие прорези прекрасные. Ну-ка, давай И сейчас я посмотрим. все это загну, и оно все порвется, и ничего не получится. Подожди, у тебя все получится. Это мы так Ну-ну. ручки обходим. Видите? Аккуратненько. Главное, чтобы это все выдержало нанесение затирки. Ну Ты уже на камеру показываешь все. как тебе сказать? Скажи честно, что у нас все получится, как всегда будет прекрасно. Ну, сейчас. Давай, мы будем творить с оптимизмом. Ну вот. Стакан наполовину скотча. Ты давай, очень весело это доставай. Смотри, как хорошо получается. Ты больше... Да что ж ты вот делаешь? Так, давай мамочки вот сюда, пожалуйста. Вот, какой хороший, щедрый Все, сын. больше не дам. Почему? Я не хочу. Да Мне еще еще тут- мамочки. Мне в свое корыто надо. Ну, на в свою корыто положи. Хотим попробовать сделать необычную затирку из нескольких оттенков коричневого. А еще белого и бежевого. Так, давай центр будем выкладывать белым. Начинай. У тебя все получится, ты большой Насколько молодец. центр? Ну, давай вот этот центральный белый кружок попробуем сделать белым. Потом плавно перейдем в бежевый, потом в коричневый, а потом в темно-коричневый. Не знаю, что из этого получится, но будет, наверное, очень красиво. Задумка, как и всегда, была очень гениальной и крайне оптимистичной. В итоге, сильно намучившись с отмыванием этих прекрасных и разных оттенков, мы пришли к вполне утешительному выводу, что опыт остального человечества все же стоит учитывать. И в наших следующих подносах имеет смысл придумать универсальный оттенок затирки, подходящий и объединяющий все наши пиксели в единое полотно. Красиво же, да? Держи губку, продолжай. Все хорошо. Ну, Да, все ужас. нет, все прекрасно. Не, ужас, как хорошо, я имею в виду. А, это да. Ну, Тош, ну, во-первых, второй рукой придерживай поднос. Я Это раз. придерживаю. А во-вторых, у нас все будет прекрасно. Снимаем скотч. Сейчас будет интересно. Может быть, все хорошо? Ну, верхушка точно нормальная. Ну, верхушка-то понятно. Ой, как-то его надо отклеить. Интрига. Интрига проекта. Так, ну с этой стороны вроде Попал ли колер под скотч? чуть-чуть тут, но не сильно. Ух ты, красота. Смотри, нам повезло сказочно. Вообще даже лучше, Ура! чем там. Да. Для следующих солнышек мама смешала очень красивый оттенок какао из детства. Он отлично подчеркнул светлую середину, а также слегка взбодрил и подружился с темным фоном. Когда-то давно у мамы родилась еще одна гениальнейшая идея – сделать некоторые подносы двухсторонними.
Это не только красивое дизайнерское решение, но и, как оказалось, очень функциональная и полезная находка, которая может сэкономить место, которого так часто не хватает на кухне. Для этой цели у нас заготовлены вот такие симпатичные пиксели из все того же любимого нами бука. Правда, изнаночная сторона не совсем идеальна, и для того, чтобы аккуратно приклеить и случилось красивое полотно плетенка, приходится выравнивать ее вручную. Последнее. У тебя не получится, я буду тебе мешать. Но результат оправдал все наши мучения и точно того стоил. Аккуратно зашкуриваем поверхность мягкой наждачкой на губки, и случается еще одно волшебство. Крутая штука. Да. Это такой Это антистресс. похоже, знаешь, как в старых мультиках, это для стирания такая доска, для стирки. Мне кажется, она лучше, чем плетенка такая деревянная. Ну, волна. Ну, тактильно очень приятно. Очень, да. Красота. Переверни, покажи. Двухсторонняя радость. С одной стороны поднос, а с другой стороны переверни. Наверное, это как подставка для горячего. Это, думаешь? Да, поставь. И поставь горячее. Будет горячее. О! Да? Можно поставить кастрюлю. Ну, кстати. Ну, кстати, да. Красиво. Ну и для того, чтобы защитить нашу деревянную красоту, снова используем любимый состав из льняного масла и живичного скипидара. Красиво. Очень все красиво. А дальше ты красишь. А, ты тут бортик не докрасил. Я не должна его было красить, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но зато тебе не страшна будет никакая вода и плесень. Для первой помывки рук. Вот такие необычные подносы у нас получились. Они идеально подходят и к маминой мастерской, и к половине бабушки и дедушки. А этот отправится жить в кухню-гостиную у родителей и будет выполнять не только функцию подноса, но и подставки под горячее. У нас еще много необычных идей и декоров подносов. Некоторые варианты в ближайшее время выложим в магазинчик идей, а остальные пока в работе, покажем их, когда доделаем. Что-то меняется? Да. Очень красиво. Подожди, сейчас я близись. Ну а мы снова возвращаемся к маминому столу и уже скоро покажем его окончательный вариант. Скоро увидимся!